Всем привет! Вы на канале Skynet T900. Сегодня я буду рассказывать о небольших преобразователях для самодельных пауэрбанков. На плате преобразователя имеется два разъема. USB используется для зарядки телефонов и всевозможных гаджетов. А через microUSB заряжается сам пауэрбанк. Компонентов на плате немного. Преобразователь SM5401 и ее небольшая обвязка, парочка конденсаторов, один резистор, один светодиод и катушка. Для простого пауэрбанка понадобится всего лишь один аккумулятор. В данном случае я буду использовать небольшой аккумулятор типа размера 18650. Плюс и минус, исходящие от аккумулятора, надо подключить на такие же клеммы преобразователя. Подключаю провод к телефону, и сразу начинается зарядка, а на плате преобразователя загорается красный светодиод. Теперь посмотрим на характеристики преобразователя. В этой схеме вместо аккумулятора я подключил блок питания, с него буду подавать 4 вольта. Этот мультиметр показывает ток, потребляемый преобразователем. А второй мультиметр показывает исходящее напряжение из преобразователя. На выходе сейчас 3,8 вольта. Получается, что в режиме покоя преобразователь сейчас потребляет всего лишь 16 микроампер или 16 тысячных 1 миллиампера. Это очень маленький ток, поэтому подключенный аккумулятор в таком состоянии будет разряжаться очень долго. Когда к выходу преобразователя подключается телефон или какая-нибудь другая нагрузка, то напряжение на его выходе возрастает до 5 вольт. От преобразователя подключенная лампочка потребляет сейчас немного тока, а сам преобразователь от блока питания потребляет 25 мА. Если нагрузку убрать, то напряжение снова опускается. Теперь посмотрим, какой максимальный ток может отдавать преобразователь, заряжая телефон. И сразу, повышая нагрузку, будем измерять его КПД. С этого блока питания я буду также подавать 4 вольта. Этот тестер снова будет показывать силу тока, а этот напряжение. Я уже подключил электронную нагрузку, поэтому преобразователь все время показывает 5 вольт на выходе. Но нагрузка сейчас очень маленькая, поэтому лампочка на плате еще не горит. Потихоньку увеличиваю нагрузку. Напряжение просело, ток увеличился, а на плате загорелась сигнальная лампочка. При токе нагрузки в пол ампера напряжение просело примерно до 4,8 вольта. Это примерно 2,4 ватта. А с блока питания, который играет роль аккумулятора, при 4 вольтах потребление 700 мА. Получается 2,8 ватта. Если все это пересчитать, то получаем КПД примерно 85%. Довольно неплохой результат. Увеличу нагрузку еще. Теперь с блока питания потребляется 5,12 ватта. А нагрузка потребляет около 4 ватт. КПД 79%. Если увеличивать нагрузку дальше, то при зарядном токе в 1 ампер напряжение проседает и вовсе до 4,3 вольта. Напряжение хоть и низкое, но телефон заряжаться все равно будет. В этот момент с псевдоаккумулятора потребляется почти 1,5 ампера. Коэффициент полезного действия преобразователя здесь снижается до 76%. Если увеличивать зарядный ток еще больше, то срабатывает защита и преобразователь отключается. Получается, что этот преобразователь на зарядку телефона отдает максимальный ток около 1 ампера. Чтобы вернуть преобразователь к жизни, надо отключить нагрузку. После этого напряжение на выходе преобразователя снова повышается, и им можно пользоваться. Теперь посмотрим, до какого предела разряжается аккумулятор во время зарядки телефона. Два тестера справа показывают
ток и напряжение, уходящие в нагрузку. На блоке питания я постепенно понижаю напряжение. Когда оно упало до 3,2 вольт, красная лампочка на плате начала мигать. После того, как напряжение упало до 2,8 вольта, преобразователь отключился. Напряжение, до которого заряжаются аккумуляторы, равно 4,17 вольта. Это нормальное напряжение для такого типа аккумуляторов. Но когда преобразователь находится в режиме зарядки, начальный ток заряда аккумулятора составляет 0,9 ампера. При помощи этой платы и двух аккумуляторов за полчаса практически на коленках можно сделать вот такой простой пауэрбанк. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И всем пока!